Мужчины, всем привет! С вами я, Алла. И для вас общий расклад на тему «Какая женщина ждет с вами встречи?». В ссоре вы сейчас или наоборот это новое знакомство. Вот посмотрим, ждет ли она встречи или нет. Помним о том, что это общий расклад, поэтому с кем-то будет отыгрываться, с кем-то нет. Вы можете у меня заказать личное гадание. Мои контакты на экране. Пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram. Ну а для тех, кто у меня впервые на канале, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки и выбирайте свой вариант, который вам интуитивно больше нравится. Первый или второй. Если хотите, можете посмотреть два. Так, смотрим десятка чаш, первый вариант. Что происходит в первом варианте? Какая тут женщина? И какие между вами сейчас отношения? Вот, ваша барышня, королева жезлов. У кого-то отыграется по гороскопу, это овны, стрельцы, львы. У кого-то отыграется визуально, высокая, стройная, сангвиник либо холерик. Темный цвет волос, может быть рыжий цвет волос, зеленые, серые, карие глаза. В любом случае, это очень активная женщина. То есть мимо такой вы точно не пройдете. Она очень громко смеется, она всегда в центре компании, ярко одевается, ярко красится. Вот в таком формате. Так, что у нас сейчас происходит в ваших отношениях? Так, женщина тут немножко начудила. Тут, видимо, еще какой-то мужчина есть. Вы тут не один. Вы, видимо, об этом узнали. Значит, о чем пойдет речь в первом варианте? Кому подойдет первый вариант? У кого-то здесь женщина, которая очень сильно нравится мужчинам. Не обязательно она прям сама гулящая, вообще не обязательно. Просто она может быть очень привлекательная, может быть очень красивая, очень сексуальная или ярко там как-то красиво одевается, как-то необычно. Или очень харизматичная женщина. То есть чем-то она здесь очень сильно привлекает мужчин. И даже если здесь женщина сама не хочет вообще ни с кем знакомиться, все равно, грубо говоря, за ней ходят толпы мужчин. Ну вот бывают такие люди. И женщины такие бывают, и мужчины такие бывают. Вот что-то в них такое вот манкое, вот что-то такое вот прям тянется к ним противоположный пол. И тем, скажем, мужчинам, которые с такими женщинами, или женщинам, которые с такими мужчинами, конечно, приходится тяжело. Потому что ты всегда понимаешь, что на твоего партнера постоянно кто-то смотрит, кому-то нравится, и противоположный пол очень как бы активно включается на твоего партнера. Ну, тут ничего поделать нельзя. Главное, чтобы, как говорится, ваш партнер был вам верный и вас любил. Все остальное это ерунда. Пусть все смотрят. Как говорится, глаза на то и есть. Поэтому здесь речь о том, что у кого-то отыграется, что вы могли ее приревновать. У кого-то отыграется, что у нее есть куча поклонников. Может быть, на работе какие-то коллеги. Может быть такое, что она шла по улице, просто кто-то вот прицепился и, не знаю, там вы это могли заметить как-то. Или там даже в супермаркет она могла пойти вместе с вами, вы там куда-то отошли на 5 минут, подходите, а возле нее уже кто-то. Ну, в общем, здесь какая-то такая вкусная женщина, давайте так назову. И здесь могут быть какие-то бывшие, здесь могут быть какие-то просто прохожие на улице, здесь могут быть коллеги, мужчины, которые очень активно проявляют к ней интерес. И вот что-то связанное на этом фоне у вас вот была какая-то ситуация, после которой вы или очень сильно выясняли отношения, вплоть до какой-то ссоры, или кто-то даже тут мог расстаться, но это как не навсегда вы расстались, а скорее как такая ссора, когда вы какое-то время молчите, не выходите на связь. Женщина здесь, знаете, чем может грешить? Ну, тем, что ей нравится, что на нее обращают внимание. Тем, что если там мужчина открывает ей двери, например, другой мужчина, не вы, или там делают комплименты, я не знаю, там чем-то угощают ее в кафе, и она к этому относится, ну, вот как бы нормально, и вас это может раздражать, то женщина здесь к этому относится наоборот. Ну, типа, ну, а что тут такого? Ну, да, я красивая, или там, ну, да, я привлекательная. Ну, подумаешь, там, мужчина мне помог одеть пальто. Или там, ну, подумаешь, мне открыли дверь, там, дали руку и так далее.
У кого-то здесь могло быть, вот когда вы вот так могли ее приревновать, и на этом фоне вы сейчас молчите. У кого-то здесь могло отыграться, что женщина сама частично виновата, потому что могла спровоцировать. Спровоцировать ссору, потому что она знает, что вы либо ревнивы, либо собственник, либо вы не доверяете, либо все вместе сразу. Здесь мог появиться какой-то бывший на горизонте, с которым она могла куда-то пойти. Я сейчас не про постель. Пойти пить кофе, не знаю, там выйти на улицу с ним, просто пообщаться. Либо там вы, может быть, услышали по телефону, как она с ним разговаривала. В общем, здесь что-то вот связано с этим. Что у нее к вам? Да, ребят, вы сейчас тут в ссоре. Она поняла, что, видимо, где-то либо с кем-то перекокетничала, либо, может быть, не то вам что-то ответила на фоне как бы бывшего какого-то, либо на фоне каких-то ее поклонников. В общем, что-то вы на эту тему тут хорошо так поскандалили. И да, вы сейчас молчите. У кого-то, ребят, тут отыграется, что вы тут можете молчать уже месяц. И не знаете, как теперь выйти на связь. Здесь может быть женщина, видите, да, отшельник, повешенный. Здесь про то, что у кого-то отыграется, что женщина, понимая, что да, она виновата, там надо было как-то по-другому себя повести, она, может быть, вам что-то сказала по поводу другого мужчины. Но сейчас у нее может быть такой подход, типа, ну ты тоже не прав, и почему я тут должна теперь как бы перед тобой извиняться, если ничего не было. Здесь вот такое может быть. И сейчас женщина тоже в позе. Ну типа, а почему я должна оправдываться? Я ничего такого не делала, чтобы сейчас перед тобой оправдываться. Потому не хочешь общаться, ну не надо. Знаете как, здесь про то, что вы сейчас можете, вы на нее свою бочку катите, а у нее может быть какая-то позиция, типа, я что, что-то сделала, или я тут виновата в чем-то. Здесь у женщины какая-то оборонительная позиция, и здесь женщина в первом варианте, ребят, тут нет измен. Поэтому если ваша женщина вам изменила, значит, вам этот вариант не подойдет, потому что тут измены нет. В первом варианте здесь просто ревность, здесь просто недопонимание. Здесь у кого-то отыграется, что да, она могла вас спровоцировать специально. А давайте спросим, а зачем ты спровоцировать хотела специально, чтобы что? Чтобы вас на что-то включить. А на что включить? Ну, смотрите, вы тут, может быть, очень долго думаете над чем-то. Может быть, вы какой-то флегматик по характеру. Очень спокойный, очень такой, знаете, вот... Она здесь такая заводная, вся очень активная, вся такая вот прям, знаете, на месте не сидится. У нее там в попе этот пропеллер. И вы такой можете быть флегматик, либо даже меланхолик можете быть. Очень спокойный, размеренный, никуда не спешащий, рассудительный. Ее это может очень все злить. В том плане, что как бы, ну давай уже хоть как-то шевелись там, ну сколько же ты можешь так тянуть. Значит, ребят, смотрите, расклад общий, поэтому тут у каждого из вас ваша личная, как говорится, индивидуальная ситуация и ваша женщина, они могут быть разные. У кого-то тут женщина вас провоцирует на страсти, ну типа, чего ты такой холодный, деревянный. У кого-то тут женщина может вас провоцировать, ну давай уже жениться, ты меня уже достал. Сколько мы тут уже можем с тобой просто встречаться или там подживать на выходных. У кого-то здесь женщина вас провоцирует после ссоры. Ну, типа, сейчас вот я сделаю так, чтобы он там меня приревновал и как бы сам первый вышел на связь. Поэтому тут сколько вот мужчин смотрит расклад, столько разных будет ситуаций. Но суть здесь в том, что женщина могла здесь действительно специально вас провоцировать на ревность, чтобы что-то от вас добиться. Поэтому смотрите, в любом случае здесь вот этот ее провокационный какой-то метод, который вот она вам навязывает в плане ревности, он для чего? Для того, чтобы с вами помириться, для того, чтобы с вами выйти на связь. Но почему ты сама не хочешь по-нормальному выйти на связь? Интересно, она так не умеет. Здесь вот в чем минус королев жезлов, в том, что
но они немножко такие, знаете, вот они любители попровоцировать в принципе. Не только мужчин, они всех провоцируют, они в принципе провокаторши во всех сферах жизни и с женщинами точно так же. Поэтому здесь, да, она хочет с вами помириться, она хочет встретиться, она хочет поговорить, но для этого она выбрала провокацию, чтобы вы включились и вы первые вышли на связь. Ну, вот такая здесь женщина, как говорится, глаза видели, когда заходили в эти отношения. Так, единички, кто узнал свою провокационную королеву жезлов, пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Вы можете ко мне обратиться за личным гаданием. Мои контакты на экране. Пишите мне WhatsApp, Viber или Telegram. А мы переходим к двойкам. И тут у нас сразу, смотрите, в сигнификаторе аркан императрица. Шикарная женщина. Здесь может быть действительно шикарно, а может быть просто у нее такая завышенная самооценка. И она решила, что вот она такая звезда. Так тоже может отыграться. Напоминаю, что расклад общий, поэтому тут у всех, у вас будут совершенно разные женщины. Кто-то действительно достойный и классный, а кто-то будет с завышенной самооценкой. Так, ну что, давайте смотреть во втором варианте, какие тут отношения. Так, ну начало хорошее. Смотрите. Так, и вот вам сразу двоечка пентаклей. Тут, ребят, страсти, чувства на дне колоды, смотрите. Семерка чаш, влюбленность. В общем, ребят, здесь все-таки второй вариант про накал страстей. Вряд ли это отношение стабильное с такими картами. Поэтому здесь подойдет кому? Любовникам, здесь подойдет новым отношениям, здесь подойдет отношениям, когда вы зашли на второй заход, как я называю. То есть, когда люди расстались, прошло какое-то время, у всех по-разному, у кого-то годы прошли, у кого-то месяцы прошли. Вы заходите потом на второй заход опять в эти отношения, и у вас как бы открывается второе дыхание. И вот эти отношения, они у вас опять, знаете, как буйным цветом начинают цвести эмоции и чувства. Поэтому второй вариант здесь про то, что какая бы тут ни была форма отношений, любовники, не любовники, есть тут еще кто-то третий, четвертый или нету, на сейчас здесь прям буйство красок. Прям люблю не могу, хочу не могу. Вот прям все тут вот, страсти, мордасти, и как бы здесь очень много чувств, эмоций. И смотрите, как интересно. Но при этом, ой, ну понятно, куда без этого. Вот почему всегда так, смотрите, здесь много страстей, ребят, но здесь нет глубинного доверия друг к другу. Здесь очень много про какие-то, знаете, манипуляции в отношении друг друга. Здесь, видимо, женщина, которая любит адреналин. Здесь женщина, которая, знаете, вот когда ваши отношения заходят, знаете, как в этом, в море, как это называется, штиль. Вот когда очень спокойная погода, полностью штиль, там вообще вот не шелохнется, как говорится, ни одна волна, полнейший штиль, полнейший покой. Вот женщина здесь не может долго находиться в таких отношениях. Ей нужна постоянно буря, ей нужен постоянный ураган. Вот если я уже взяла ассоциацию с морем, то вот представьте, что ей, вот знаете, как когда буря в море, вот когда там небо черное такое, прям черно-бурое, малиновое, там молнии со всех сторон, сумасшедшие волны высокие, там корабль просто в щепки разлетается. И вот там такое, знаете, Армагеддон творится в море. Вот это ее природа. То есть вот это для нее, это вот то, к чему она стремится. Поэтому, наверное, тут все-таки императрица больше в минусе, чем в плюсе. Потому что здесь женщина, которая вот любит вот эти вот страсти, вот любит, когда в отношениях вот такие бури происходят, когда то вы расстались, то вы сошлись, то кто-то кого-то кому-то приревновал, то, я не знаю, там вы лица друг другу побили, то вы там чемоданами пошвырялись, разъехались в разные страны, потом там кто-то кого-то на что-то спровоцировал, потом вы опять помирились, потом у вас там бурный опять роман. Ну, в общем, как-то тут такое, знаете, какой-то киношный, честно говоря, сценарий, я так смотрю по раскладу, что
Да, смотрите, тут карты вот прям разрыв какой-то. Здесь прям разрыв эмоций. Кстати, вы тут действительно можете в разных странах находиться, либо в разных городах. Здесь вы вдвоем даже, кто-то, может, и специально даже уехал для того, чтобы быть на расстоянии друг от друга. Понимаете, люди все разные. На самом деле, вот знаете, там большинство говорят, я хочу семью, но на самом деле это неправда, потому что не все хотят семью. Очень многие люди, вот так же, как вот эта вот императрица, вот они хотят вот таких вот бушующих эмоций, когда вот, знаете, как в кино, завораживающий какой-то сценарий, и человек здесь не может ни дня без скандала, не может без страстей, без каких-то вот этих вот неровных эмоций, качелей и так далее. Видимо, у вас сейчас опять либо вот-вот, как говорится, она уже дала о себе знать, может быть, позвонила вам, либо написала, либо вот-вот планирует. И здесь, видимо, у вас опять следующий заход в вот этот ваш этап примирения. Если же вы любовники, то есть у кого-то из вас есть еще семьи, либо у вас двоих есть семья, здесь это больше похоже на опять очередной какой-то этап примирения. После того, когда она могла сказать «все, не хочу, мне больше это не надо», там, оставайся со своей женой, там, ты меня не выбрал, все, пока. Здесь женщине нужны какие-то такие театральные действия, скажем так. Вот ей вот эти театральные действия, вот для нее вот это самый сок. Вот когда здесь есть страдания, когда есть драмы, расставания, потом вот эти примирения бурные, вот это ее смысл жизни даже. У кого-то тут может отыграться, что женщина этим живет. Для женщин это ее эмоциональный ресурс. Ну, мне просто интересно посмотреть на мужчину, который с такой женщиной, потому что, значит, мужчина такой же точно, как и она. Потому что, ну, а кто выдержит такую женщину? Такой же точно, как и она. Просто вопрос, может быть, вы в этом себе не сознаетесь, это уже другой вопрос. Но то, что вы тут два сапога пара, это 100%. Иначе, ну, как в таких отношениях на разрыв, тут можно, в принципе, существовать. Понимаете, в таких отношениях долго нельзя выдержать, потому что это отношение на износ. Ну, смотрите, что происходит. Башня, колесница, ну, это ж вообще просто вынос мозга называется. Здесь отношения, знаете, вот они, видимо, у вас какие-то ситуативные. То есть, например, больше месяца-двух вы тут друг друга выдержать не можете, потому что тут такая интенсивность страстей, тут такая интенсивность эмоций, ссор, скандалов, выяснения отношений, потом примирений бурных, любви, страсти. Там вот здесь прям такая палитра сумасшедшая, понимаете? Это как, вот, не знаю, с чем сравнить. Утро и сразу ночь. Потом опять сразу утро и ночь. Нет вот этого, знаете, промежутка, что есть день. Или здесь похоже, знаете, когда сумасшедший ураган в море, потом резкий штиль, потом опять резкий ураган, и потом опять резкий штиль. То есть вот в этих отношениях, во втором варианте, здесь не бывает золотой середины. Поэтому, конечно, ну, в таких отношениях можно сойти с ума. Тут без преувеличений, потому что это отношения, которые вас раздергивают. Это отношения, которые выбивают у вас стабильность из-под ног. Это отношения, которые, с одной стороны, вас как бы включают, такой пинок под зад эмоциональный очень сильный дают вам. Но ладно, там, если вы в этом неделю находитесь, но если вы в этом находитесь год, кто-то 2 года, ну как тут в дурдом-то не попасть с такими отношениями, понимаете? Поэтому, видимо, тут опять очередной виток вашего примирения, и она уже как бы вот на этом аркане колесница уже, как говорится, готова вас возвращать и готова опять вот эту пучину страстей прыгать с головой. Тут готовы вы ли к этому? Ну, тут каждый уже сам решает за себя, что ему нужно. Так что двоечки тут очень бурный, как видите, расклад второй. На этом все. Кто себя узнал, пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Напоминаю, что это был общий расклад. Для тех, кто хочет обратиться ко мне за личным гаданием, мои контакты на экране. Просьба не звонить, просьба только писать. WhatsApp,
Viber или Telegram. Смотрите внимательно на мой номер телефона, я нахожусь в Украине, поэтому не все страны могут оплачивать расклады в Украину. Имейте это в виду. На этом всем хорошего дня, хорошего вечера и всем пока.